Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Сегодня я предлагаю вашему вниманию онлайн-гадание на картах Таро, а также гадание на скандинавских рунах на отношения. Посмотрим вашу ситуацию в отношениях, посмотрим, что происходит, какие тенденции. Ну и посмотрим, естественно, мысли, чувства, планы и возможные повороты судьбы. И также попробуем извлечь из расклада некие инсайты, может быть, советы, подсказки высших сил. Эти карты, они сделаны как симбиоз рун и мистического оракула. Поэтому давайте начнем с того, что происходит. Оттолкнемся от этого. Смотрите, вопрос в росте. В этом оракуле две руны Беркана. И здесь, давайте так скажем, в росте и сближении в отношениях. То есть, как минимум, в чем вопрос, да, то есть нужно задаться вопросом, насколько эти отношения перспективны и как сделать так, чтобы эти отношения были не только перспективны, но и, как бы вы могли быть ближе в этих отношениях, да, как бы вы могли быть ближе. Как сблизиться и как это сближение нарастить, да, то есть между вами дистанция не от слова расстояние, а от слова близости как таковой, да, понимание не особо есть. Кстати, здесь может быть такой расклад, где вы, старше своего партнера значительно, то есть особенно женщина, например, да, относится к мужчине как к ребенку, или есть мезальянс, да, то есть женщина старше своего мужчины. Так, прилично, да, можно сказать. Вы во всяком случае считаете, что это достаточно серьезная разница. Дальше, здесь ситуация такая, которая действительно говорит о движении и сближении, но у вас еще могут не пересекаться общие интересы. То есть, смотрите, обычно это из-за мезальянса, да, один партнер старше, другой младше. У одного одни интересы, у другого уже немножко другие, да. И здесь, давайте так скажем, сближение по общим интересам может быть и легкость. Хотелось бы, чтобы было больше легкости, больше движения, чтобы вы были более близкие. Может быть такое, что женщина тянется к мужчине, да, допустим, к партнеру, да, а мужчина расправляет крылья и отдаляется при этом. Почему так происходит? Есть разные причины. Здесь может быть абсолютно любая причина, да, то есть мы пока видим, хотелось бы больше движения и больше близости как таковой, да. Как минимум физической. Да, у вас центральная руна, она о замирании, о холоде. Изначально, возможно, вы были гораздо ближе, потом партнер начал отдаляться, и потом просто отморозился, замерз, да. Или оставил в покое вас, или вы хотите, или может быть у вас остывают чувства в отношениях, и почему так, пока неизвестно, да, мы будем уже по раскладу идти смотреть. Как минимум сейчас отношения могут быть на паузе, остановлены. Может быть, вы взяли передышку, и вам накопить нужно силы и просто отдохнуть друг от друга. Да? Как минимум непонятно, конец или пауза, но сейчас оно на паузе, а продолжение будет или нет, непонятно. Хорошо. Да чего уж хорошего, да, и сам замерло все. И может быть такое, что здесь в этой ситуации, да, это частный такой редкий случай, где плод ребенка замер, да, и из-за этого у вас произошла какая-то размолвка в отношениях. Часто такое бывает, когда происходит какая-то критическая ситуация, например, была беременность, и вы вроде были окрылены, да, и было какое-то движение, а потом плод замер, смерть, да, смерть плода. Хорошо, здесь сейчас вроде бы как знаки свыше идут вам нужно нужно друг друга поддерживать. Высшие силы говорят, что вам то, что вы остыли, особенно если была такая ситуация, мужчине рекомендуется поддержать женщину. Я говорю о замирании плода. А часто так бывает, что мужчина отстраняется.
Ну и женщина тоже может отстраняться, вам нужно действительно быть ближе. Да. И как бы карта следующая на будущее, да, которая говорит о тенденциях, то вам лучше сближаться и нужно проходить то испытание, которое вы проходите вместе. Но лучше бы, если бы это было так. Как минимум, вам нужно принять то испытание, которое вы проживаете. И эту паузу, возможно, нужно принять, да, нужно понять, и потом сближаться. Ну и, может быть, эту ситуацию нужно принимать и свою позицию в этих отношениях как женщины, и свою позицию в этих отношениях как позицию мужчины. Ну окей, давайте дальше смотреть. Давайте смотреть дальше. Смотрите, вам во что бы то ни стало, высшие силы говорят о том, что у вас идет замирание ваших отношений. И вам нужно как бы побороться, именно стоит побороться за то, чтобы оттопить лед. То есть, смотрите, у вас отношения на такой фазе, да, в такой фазе, где можно бросить, а можно продолжить. То есть у вас знак, да, говорит о том, что вашим отношениям не хватает огня, а в середине лед. И вот не хватает некой страсти, активности, стремительности, движения, да. Стихия огня – это мужского намерения. Тут, скорее всего, мужчина все-таки остывает, чем женщина больше. Вот. Но, тем не менее, вам как будто бы не хватает вот именно стихии огня. Ну, часто огонь говорит о магии, то есть вам не хватает магии огня именно огненных рун. А у вас огненных рун, кстати, особо и нету здесь. Смотрите. Беркана, ну, никак не огненная. Эвос никак не огненный. Иса точно не огненная. Ну, Геба, ну, может где-то намекать на огонь, но она тоже не огненная руна. Вам вот такие руны, как Кана, Соло, да, Дагас, даже вот Манас, еще личности, да, он где-то с огнем пересекается. Вот такие вот вам, да, руны нужны. Но у вас их нету здесь. То есть, и как минимум вам энергетику сюда нужно подкачивать. То есть вам карты говорят о том, что в этих отношениях может быть еще продолжение, если вы вознамеритесь, вот это вознамериться, быть ближе, быть активнее, вознамеритесь, может быть, отдохнуть, да, друг от друга. То есть пауза тут может быть, и нужно, ну, просто вот дать и себе выдохнуть, да, набраться сил, успокоиться. Ну и взаимовыручка, как вот партнерство, как симбиоз, как какую-то договоренность, да, она может быть еще дальше, да, то есть ваши планы и намерения, именно намерения, да, не планы, а намерения, они могут вас еще объединить. То есть какая бы ни была сейчас тяжелая ситуация, вплоть до того, что вдруг там замер плод, да, это одна из худших ситуаций, или не дай бог, ну там всякое в жизни бывает, кто-то может умер, да, а в семье, да, в близких, вам нужно поддержать один другого, даже на дистанции, если, да, вот. Если вы смотрите на кого-то другого, да, или на себя, и у вас вдруг остановились отношения, и дела идут в отношениях из рук вон плохо, и гадаете, есть ли здесь магия или нет, именно на отношения. Почему? Потому что Геба – это об установившихся уже отношениях, да, то вот здесь вот центральная карта Иса – это остуда, а это магия тогда, да, то есть если вы вдруг вот хотели услышать, а если магия на ваших отношениях, когда все идет из рук вон плохо и ваш партнер просто теряется, здесь она может быть. Мы не делаем здесь диагностику, как это не формат диагностический, тем более не индивидуальный, а просто смотрим моменты, да, я вам расставляю акценты, а вы уже напишите в комментариях, поставьте на паузу, актуально это для вас или нет. Просто вы, может быть, смотрите без магии. Да? Хорошо. Теперь я хочу спросить у карт Таро про вашего мужчину. Как он вас чувствует? Вот именно не что он чувствует к вам, а как он вас чувствует. Вот здесь вот идет вот такая энергия, как будто бы вы, у меня такое ощущение, как будто бы вы ему транслируете энергию матери. Или как бы карты так говорят, что желательно, да? А как он чувствует по-настоящему, воспринимает вас, вот эти вот ваши флюиды, да, вот так.
Вот очень интересный будет расклад сейчас. Да, он чувствует вас. И он чувствует вас, истинно, женщину. Здесь вот прям классно выпадает стихия воды. Он действительно партнер близок к вам, эмпатия, и он вас эмоционально воспринимает. То есть он вас воспринимает не разумом, а именно эмоцией. То есть он вас воспринимает сердцем. Поймите это. Хорошо. Готов ли он сближаться сейчас? Вот этот вопрос как раз будет актуален для тех, кто хочет вот, ну, для тех, кто не хочет паузу держать, а хочет вот завтра позвонить, да, или сейчас набрать его, да, ну, своего партнера. То есть, если вы хотите проявить инициативу. Райдо, путь открыт. То есть, он готов. Он готов. То есть, если вы так ненавязчиво как-то дадите о себе знать, то, скорее всего, это будет неплохо. Окей? Услышьте вот это вот. То есть, смотрите, это движение, это очень классная комбинация рун. Это движение, а это направление движения. То есть, в принципе, это возможно. Поэтому, если вы вот перед раскладом думали позвонить, не позвонить, написать, не написать, смайлик, там, смс-ку, делайте, это вам здесь не вредит. Хорошо, а вот теперь мы перепроверяем, конец или пауза это в отношениях. Ну, пока что это пауза. Алгис очень хорошая руна о покровительстве высших сил. И мне вот такой идет поток здесь, да, вот я руны хорошо воспринимаю, сам занимаюсь именно магией рун. Здесь такое ощущение, что высшие силы, ну, дают вам шанс, просто нужно вот просто принять ситуацию, побыть в этой ситуации. Как бы вы сейчас делаете каждый свой выбор. Вот это нужно осознавать. Но какой бы вы выбор ни сделали, он идет под покровительством высших сил. И вас, имейте в виду, объединяет в этих отношениях сейчас именно связь рождения и смерти. То есть вы сейчас идете по лезвию бритвы. И все, что вы можете делать, это только идти и балансировать. Все. Понимаете, да? То есть, поэтому, когда вы не прекращаете идти по этому лезвию бритвы, да, тогда вы просто проходите этот болезненный этап. Это вот, как, знаете, как йог, да, проходит по сабле там, или по гвоздям, или по стеклу, да, или по горящим углям. Угу. То есть у вас по сути как бы сейчас такая, ну какая ситуация? Ситуация шоковая или шокотерапия, да? Окей. Хорошо, смотрите, вот объединение, вот высшие силы. И вас силы высшие объединяют, но пока что не дают такой динамики в развитии событий. И она вам и не нужна. Почему? Потому что вы эту динамику просто не выдержите физически. Окей, что может укрепить? Вот что может укрепить ваш союз? Вот слияние, союз, да? А укрепить ваш союз может только мистический уровень. Ну и не только, да, то есть может что угодно, но плюс еще мистический уровень. Это духовность, осознанность, да, высокоразвитость, то есть развитие, да, развитие оно вот беркана, а оно пока на паузе. Но вот именно если физический мир или средние миры у вас приостановились в развитии, да, ну реальность это средний мир, да, то в чем мы пребываем это средний мир, то вот здесь именно вот даже эзотерика, да, указана на этой карте, то есть даже эзотерика и может быть магия, мистика, все. То есть смотрите, вас объединять будут некие события под покровительством высших сил, которые вы осознать. Вот осознанность, видите, да? Вы вроде бы будете пытаться осознать это, но оно не будет у вас получаться так осознать, как вы хотите. То есть будут происходить в вашей жизни какие-то неадекватные, непонятные проявления мистического, магического характера. И вот сейчас можете на паузу поставить, проанализировать и написать мне в комментариях, а что происходит именно у вас, или может быть какую-то такую историю, ну там не обязательно там сочинение писать. И смотрите, вам символически бьет 7 часов, семерка, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, но 9 карта, ну ничего. 7, да, а семерка о движении. Вот семерка о сомнениях и о движении всегда, да, о сомнениях
движения или о движении в сомнениях, да. И здесь есть движение, ну а сомнений здесь пока я не вижу особо, тут только эмоции есть, и вот и заморозка есть. Окей, то есть вам может помочь магия, мистика, эзотерика, и высшие силы будут вам помогать, имейте об этом в виду. Дальше, смотрите, вот этот огонь, он связан с женщиной. Если вы подозреваете, магичат на вас, не магичат, то есть о магии, источник магии может быть женщина. Может ли быть соперница в этих отношениях? Да, она может быть. К сожалению, здесь такая комбинация, просто она, видите, беркана на беркану, это я говорил. Помните, что здесь две берканы. И одна это ваше сближение с мужчиной, а вторая это вот женщина, которая может мистическим, магическим образом, смотрите, какой у нас квадрат образовался, да, мистический уровень, слияние, магия и женщина. Но и вы, как женщина, здесь можете пробовать влиять на этого мужчину всеми мыслимыми и немыслимыми способами, да, при поддержке высших сил. Какие-то способы это либо ваша магия, ваша энергетика, ваши женские чары, ваша мистика, ваша способность вращать этот мир, да, магический вокруг своего кокона, да, то есть своей луной, да, своей женщиной вам нужно пользоваться в этой ситуации. Иначе иначе здесь, знаете как, здесь нужен огонь. Здесь нужно растопить лед, чтобы много свечей прогорело, да, и много проплакано было, и много оттаяно было, да, то есть здесь должна пойти и вода, и растопился лед, и гореть огонь, да, то есть здесь магия это должна проистекать, да. Окей. Давайте посмотрим теперь, что ваш партнер думает о вас в эту минуту, вот, прямо сейчас. Да. Ой-ой-ой, тут очень такая тяжелая руна выпадает в понимании, да. Он, знаете, он думает, что ему нужно от вас пока быть в стороне. Он как будто, знаете, или проходит какое-то очень тяжелое испытание, или на кресте, да, как будто бы распятие, или ему очень тяжело с вами, то есть по сути, да, наутис это вот прямо испытание судьбы, да, вот если упростить эту руну до безобразия, да, то есть, как будто бы он сам себя от вас, отводит, и при этом страдает, но ему в этом надо пробыть. Понимаете, да, о чем? Ну и можете написать, почему у него такие мысли. Но ему с вами нелегко, и он считает, что вот я лучше буду страдать, и в этом страдании я как-то проживу. Да? Окей. Здесь стоит ли его поддерживать, спросите, да, вот вам же руны подсказывали, да, надо поддержать. Да, стоит. Стоит ли дать о себе знать? Да, лучше дать. Здесь, знаете как, от вас не убудет, по сути, вашего ресурса за то, что вы как-то интересуетесь, но ваша магия, она начинает работать. Если тем более здесь есть соперница, то вы становитесь, да, как бы в этом магическом, квадрате, да, почему здесь квадрат на самом деле, в этом магическом процессе становитесь немножечко активнее, а здесь об активности и речь идет. Вот движения не хватает, а у него как будто бы, по сути, это же повешенный, да, то есть аркан, вот, то есть он застрял в этой ситуации, он же страдает, да, при этом, и не стремится из этого выходить состояние по этой руне, понимаете? Окей, хорошо, а теперь давайте посмотрим, а влечет ли его к вам вообще, да, вот есть ли такое вот это тяготение, да, вы знаете, он хочет, знаете, ему больно отсекать, ему больно вот оно, отсекать, и он все равно отсекает, знаете, такое ощущение, что он себя от вас как будто бы отрезает, и ему при этом больно. Его там влечет, но его что-то отсекает, наоборот, как будто бы, знаете, ножом. И есть как бы и путь, да, и направление. Может ли это быть атамы магии, да? Может быть. То есть, может быть, его просто отсекают, вас разъединяют. То есть, здесь может быть остуда, рассорка, да, это может быть.
Астуда, рассорка, она уже идет как следствие, да, там, как определенный этап этого всего. То есть, ну, по сути, вот он нож, да, и вот она гильотинка, да. Он чувствует, как будто бы нужно отсечь. Почему говорю нужно? Как будто бы это ему нужно. Это, может быть, за него и делают. А нужно как будто бы ему, да. Вот он вынужден, он прямо вынужден это сделать. Вынужден отсекать вас. То есть пока что комбинация для партнера очень плохая. И давайте мы посмотрим сперва, да, насколько, да, вот немножко зацепил камеру, насколько сильны эти силы, да, стоит ли вам вкладывать эту энергию, ресурс, ведь Беркана это очень сильный женский ресурс больше, да. Если у вас еще как-то какое-то проявление движения где-то в мужском аспекте, то стоит ли вам вкладываться в это вообще, да, потому что уж очень он сильно, но тут, знаете как, вот противостояние вам, оно достаточно сильное, я об этом, да. Стоит пока что. Вам стоит побороться. Здесь бабочка, здесь день, да, дневной, начало, рассвет. То есть, если вы не поборетесь, не будете вкладываться, вы будете жалеть об этом всегда. То есть, смотрите, всегда помните о том, что если вы чего-то в жизни не сделаете, вы всегда пожалеете о том, что не сделали, нежели о том, что сделали. Окей? Поэтому, да будет свет в этих отношениях, и намерением чистым своим вы можете его пролить на будущее. Видите, смотрите, и нижняя карта, смотрите, соло. А я вам говорил, что у вас не хватает солнца. А теперь смотрите, я спрятал. Смотрите, вот здесь солнечные руны начинаются только вот с этой руны. Здесь свет с одной стороны, а с другой стороны тьма. И вот свет появляется. А Алгис это тяга к свету просто. То есть тяга к свету у вас под льдом. А лед это бездвижка и бесчувственность. То есть неважно, вот допустим, если даже вы мужчина смотрите на расклад или женщина, без разницы, ваши чувства должны потечь. То есть должна, ну вот эта боль, да, когда человеку больно, он плачет. И если это не потечет, то есть тогда и не будет света, да, то есть свет там, где из души всплывет из тьмы, да, на поверхность чистая эмоция. Поэтому здесь вот как бы совет такой: не бояться даже эмоции показывать свои, не бояться показывать слезы где-то, да, не бояться показывать какие-то свои мысли, свои чувства. Вам нельзя замыкаться в себе, если тогда эта энергия пойдет у вас, да, двигаться, магия на магию пойдет. Окей? Хорошо, то есть смотрите, я просто пока просмотрел, мы сейчас посмотрим вообще, что за влияние магии тут, оно какое, насколько оно деструктивное, а потом вернемся к его планам, окей? Ну и посмотрим, насколько эта соперница сильна, да, уж коль уж мы... А сильна ли соперница, вот почему-то мне захотелось. Хорошо, насколько сильная эта магия и мистика, да? Ну, сильная, она не слабая, да, она о хозяине, да, Тила это, или Отала, или Отал. Но она на мужчину больше идет. Она на мужчину для того, чтобы мужчину сделать собственностью. И тут от мужчины тоже очень много зависит. Она направлена, чтобы обладать этим мужчиной. Тут вот прям, ну, я вам говорю как о руне, как о потоке энергетическом, а здесь просто подписано, видите, просто подписано обладание, да. Но по сути это сильная магия обладания человеком, так, удержание этого человека как сокровище, да, вообще как дар какой-то, да, то есть, ну, может быть, это даже вот с точки зрения, насколько это сильна магия, да, то есть каждый из вас по этой магии может обладать, и, допустим, если соперница есть, то она претендует на этого мужчину. А вы тоже имеете право. То есть это о чем руна? О том, что каждый из вас имеет право на этого мужчину, но он не есть собственностью, он принадлежит сам себе. Это раз.
Да, услышьте вот это. И каждый из вас имеет право на некую, как бы борьбу за это, да, но при условии, если вы вот имеете ресурс и слышите здесь, да, вот ваше оно или нет. А вы уже напишите, это ваша борьба или не ваша борьба, да, стоит вам это делать или не стоит. Окей. Хорошо, насколько сильна ваша соперница, давайте посмотрим. Насколько сильна ваша соперница. Давайте одну. Да, сильна. И она мастерица приворотов. Кана, запомните. Особенно перевернутая. Я толкую тут все прямое, потому что мы ж не будем. Сильна, и здесь может быть и остуда, и приворот. Да? То есть она может и так, и эдак. Да? То есть, здесь вообще как бы сила, она о азарте неком. Да? Кана это еще и игровая карта, да, то есть она как бы, я буду доказывать, да, а я буду пойду на принципы и упрусь рогом, да, то есть у вас такая отчаянная соперница, такой противник, который не будет сдаваться, поэтому тут имейте в виду, если речь идет о сопернице, то сдаваться она не будет, а если соперницы нет, то ситуация будет складываться нелегко у вас с этим человеком, да, если без соперницы, то высшие силы будут вам, если и помогать, то легко преодолевать эту ситуацию вы не сможете, к сожалению. Окей. Давайте посмотрим. Мы мысли и чувства посмотрели, и другие аспекты, как он вас чувствует, да, там воспринимает. Давайте теперь посмотрим планы его на вас. Вдруг, на глубинном уровне, да, на подсознательном уровне на каком-то. Ой, здесь магический уровень. И вы знаете, он вообще по отношению к вам движим только инстинктами. А если и, можно сказать, если он сейчас полностью заморожен, то мы не можем эти планы никак просмотреть. И я вам так скажу, что здесь флер, этот привкус магии, он более явно выражен, да, уже становится, когда мы видели эту мистику, она первая выпала, потом заподозрили соперницу, и он просто, как бы под этим мороком находится немножко, да. Поэтому здесь, давайте так скажем, пока не развеется если есть соперница и есть магия, пока не будет убрано это влияние, а с другой стороны, если этой магии нет и соперницы нет, пока обстоятельства не пойдут по светлой полосе. То есть вы сейчас пребываете, точнее он, да, больше. Давайте так скажем, ваши отношения пребывают в таком состоянии. То есть если рассматривать это колесо фортуны просто перевернутое, да, и он не может ничего планировать. Что бы он ни планировал, оно не пойдет так, как он хочет. А если и пойдет, то оно, оно будет сбываться, то оно будет такое, знаете, как кривое зеркало или как, паноптикум, да, какой-то. То есть будет какое-то такое чудное или безобразное, да, или некрасивое. То есть оно будет идти неестественным путем. Темным уровнем, или будет и двигаться уровнем инстинктов, будет грубым, там, жестоким, да, и жадным каким-нибудь, то есть неадекватным, да, то есть, поэтому, давайте посмотрим, а как его планы могут поменяться на вас, если его планы на вас меняются, то как, да, каким образом? И смотрите, я не просто так вам сказал, что нужно поддерживать с ним связь. Вам нужно так ненавязчиво с ним общаться, ненавязчиво. Стихия воздуха, интеллект, легкость и коммуникабельность. Это уже есть движение, да? Оно, воздуха не хватает, движения не хватает, да? А что такое воздух? Воздух — это говорить, это общаться. Поэтому его планы на вас могут поменяться, и это начнется с общения. Но поскольку здесь эфирные карты, смотрите, у нас не хватает огня, а огонь без воздуха не горит. Соответственно, без того, что вы не начнете говорить, не разгорится никакое другое пламя. Поэтому вам нужно начать общаться, начать налаживать связь и не терять связь с этим человеком. Если он вас забанил, ждите. Ждите, он даже может после этого расклада вам позвонить, написать в ближайшее время. Он может выходить на связь. Поэтому если вы планируете, чтобы он вышел на связь, ставьте на паузу, пишите. Там, обращаюсь к руне Алгис, через руну Алгис обращаюсь к высшим силам, вызываю такого-то, такого-то, можете там имя писать, не писать, чтобы вышел на связь. Это мы через руны, вы взываете
Вот, видите, вот вы стоите и вы взываете вверх по вот этому каналу, топите, да, вот этот лед, да, как бы, и вот он свет, то есть он должен проясниться как-то ситуация. Он, может быть, не обязательно напишет, но, может быть, как-то пойдет ситуация по другому сценарию, уже не так мертво оно будет, понимаете, в чем дело? Окей, ну и давайте посмотрим. То, что мы смотрели уже с вами, стоит, не стоит держаться. Можете ли вы быть счастливы в этих отношениях? Ингвар, да, но, смотрите, кстати, здесь двое, видите, нарисовано. Это как бы объединение, любовь, там, да, завершение и итог. Но вот эта руна, она не о том, что тут написано, она обозначает то, что подписано. Но она всегда, смотрите, здесь объединение двух рун Кано, вот оно Геба. Это синхрон Гебы, только на другом уровне, на материальном. Да? Так вот, и тут слияние — это вода, а здесь материя. Так вот, смотрите, это говорит руна всегда о том, что вы можете быть счастливы, но для этого нужно сделать немного больше, чем вы знаете и чем вы можете. А для того, чтобы сделать немного больше, чем вы знаете, вы должны сделать немного больше, чем вы можете. И если вам кажется, что вы чего-то не можете сделать, вам нужно это сделать, и тогда вы поймете, чего вы не знаете. Слышите, как интересно здесь в этой руне зашито? То есть результат достижим. Да, вы можете быть счастливы. Ну и Сакраменто, будете ли вы вместе? Здесь Хагалас. Хагалас — это удар, мощный удар. И все зависит от того, боитесь ли вы или нет. И если у вас страхи противостоять этому, ну давайте Левиафан, да, это получается как некий морской черт. И сможете ли вы противостоять обстоятельствам, которые вам будут бросать как вызов высшие силы? Готовы ли вы противостоять смене своих планов, смене планов вашего партнера, смене стихий, да, времен года? То есть судьба вам бросает вызов. Вы готовы его принять или нет? И вот вы можете поставить на паузу и написать: да, я принимаю вызов удару судьбы, и я буду бороться за свой ингвар, да, за свой ингус. Ну, а ингус — это за любовь, за творение, за завершение дела, за позитивный итог, за свет, да. Ну, если вы не готовы, вы также можете написать это, и вы имеете право быть не готовыми. А сможете ли вы быть готовы вообще? Можете посмотреть. Ну, это больше мужская руна, даже больше, я бы сказал, мужчинам сказать. Мужчине надо быть готовому, да, и женщины скажут: ну да, пусть мужчина будет готов. Ну и я скажу так: а готовы ли вы будете? Да, если поставите светлые цели на своем пути и нацелитесь на эти цели. Это бойцовский дух, цель, храбрость и концентрация, но это чисто мужская руна. И если действительно мужчина того стоит, то, скорее всего, вы всегда будете готовы. Ибо Беркана здесь випадає перший. Світла вам та вашому Всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та Всесвіти, які оточують вас, допомагайте силам світла, нищити сили темряви. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.